Всем привет, дорогие друзья, гости, подписчики канала Чуча ТВ. Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы проведем краш-тест нашего летающего мегамонстра. Многие из вас спрашивали, на что способен этот принтер, может ли он печатать быстро. Быстро со скоростью 100, 200, 300, а может быть 400. И сегодня мы это проверим. Также мы сегодня разберем, что такое скорость печати и из каких основных параметров она состоит. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! И прежде чем мы начнем с вами тестировать и экспериментировать, давайте разберемся с теорией. Для этих целей я разработал специальную таблицу. Некоторые из вас уже видели ее ранее в предыдущих видео. Она позволяет наглядно увидеть разницу при изменении тех или иных параметров 3D печати. К примеру, на вот таком вот графике очень хорошо видно, как будет отрабатывать наш принтер при разных параметрах печати. Допустим, рывок, то есть джерк, мы поставили 10 мм в секунду. Что такое рывок? Рывок — это, грубо говоря, начальная скорость печати, с которой стартует наш двигатель. Но должны при этом помнить, что 10 мм в секунду получить мгновенно невозможно ни на одном девайсе в мире. Потому что все равно будет затрачено какое-то мизерное время на то, чтобы разогнаться с 0 до 10 мм в секунду. Но так как это время ничтожно мало, то мы принимаем его за постоянную величину. Дальше идет ускорение до заданной величины печати. Например, вы в слайсере поставили 60 мм в секунду. При джерках 10 мм в секунду, ускорениях 3000 мм в секунду в квадрате, наша голова хот-энда наберет заданную скорость 60 мм, пройдя расстояние всего лишь 0,6 мм. А если мы поставим ускорение 1500, в 2 раза меньше, при тех же джерках, то наша голова хот-энда наберет эту величину уже на более длинной дистанции в 1 мм. Но все равно это достаточно маленькое расстояние. Представьте себе, вы печатаете калибровочный кубик 20 на 20. То есть 1 мм проехала голова и уже скорость 60 мм в секунду. Разве не круто? Но все эти параметры и расстояния я просчитал согласно своей таблице. Допустим, для серого графика ставим такие параметры. Джерк 10, ускорение 1500 и скорость, которую мы должны получить, 60 мм в секунду. Для второго графика, оранжевого, мы ставим другие немножко значения. 10 джерк, ускорение меняем в 2 раза больше, 3000, и скорость такой же, 60 мм в секунду. Обратите внимание на две нижние строки. Время и перемещение. Время 0,03 секунды. То есть за это короткое время наша голова хот-энда наберет нужную скорость 60 мм в секунду при вот таких вот параметрах. И, конечно же, перемещение. То есть наша голова хот-энда при вот таких вот параметрах пройдет расстояние в 1 мм 17 сотых вот сюда и наберет нужную скорость 60 мм в секунду. При этом при повышенных ускорениях до 3000 данная голова хот-энда проедет в 2 раза практически меньшее расстояние, 0,58. И уже на вот этом этапе наберет нужную скорость 60 мм в секунду. Некоторые из вас могут посчитать, что джерки имеют огромное значение в 3D печати. Но на самом-то деле это не так. И сейчас вы увидите почему. Ставим вместо 10, например, 30 мм. Здесь мы видим 13,30, а теперь 13,03. То есть увеличение на 20 мм джерков не дало каких-то ощутимых результатов. Теперь посмотрим на втором варианте. Ставим 30 и вместо 6,65 мы получаем 6,52. Некоторые из вас скажут, а почему вы вместо 30 не поставить 0? Ведь, как мы видим, джерки особо-то не влияют на скорость печати. Но это немножко не так работает. Дело в том, что джерки это и есть по сути мгновенное ускорение, которое мы просто принимаем за константу. Но когда мы джерк ставим 0, то тогда ускорение у нас выполняет функцию джерков. Допустим, возьмем по умолчанию скорость 10 мм в секунду. И мы видим, что постоянную скорость 10 мм в секунду мы наберем при ускорениях 1500, пройдя всего лишь путь 3 сотки. А при 3000 2 сотки. Поэтому, чтобы разгрузить наш принтер, а именно моторы, и чтобы они не пропускали шаги, то джерки надо в любом случае ставить. Хотя бы какой-то минимальный. 10, 20, насколько способен вытащить ваш принтер. Допустим, для летающего медведя поставим по умолчанию 20. Я думаю, что больше нет смысла ставить, потому что у летающего медведя очень тяжелый портал, вместе с директом составляет где-то 1,2 килограмма. Поэтому 20 для летающего медведя будет максимально оптимально. А вот с ускорением можно поиграться. Давайте еще раз пройдемся по функционалу моей таблицы. Я ее создал по всем известным формулам еще со школьной скамьи. Они указаны в этой колонке и соответствуют каждому параметру. Помимо расчетов можно произвести еще обратные вычисления. Ну, к примеру, вы хотите узнать, какие должны быть джерки и ускорения, чтобы наша голова хот-энда добилась нужной скорости, например, на полумиллиметре.
То есть в ячейку перемещения мы вводим значение полмиллиметра. Видим, что ускорение должно у нас быть 9600. Тогда здесь ставим тоже 9600. В ячейку время переписываем значение из соседней ячейки 0,00833. Почему здесь очень много знаков? Для того, чтобы было максимально точно. И вот мы видим, что при джерках 20, ускорениях 9600, мы получим скорость 100 мм в секунду через полмиллиметра. Как видите, друзья, данная таблица очень удобна в просчетах. Особенно это касается разных прошивок. Ну, к примеру, вы используете прошивку Marlin, в которой отключили классические джерки и при этом используете функцию Junction Deviation. Она просчитывается по вот такой вот формуле. 0,4 умножить джерк в квадрате, деленное на ускорение. В нашем случае джерк мы по умолчанию ставим 20, оно подтягивается из этой таблицы. И ускорение 3000, которое также подтягивается из верхней таблицы. И уже видим готовый результат. Эти значения нам нужно внести в прошивку Marlin. Но в данном тестировании я не буду использовать Marlin, а буду использовать стоковую прошивку, в конфигурационном файле которой я сделал специальные правки. То есть снял ограничения по ускорениям, поставил 10 тысяч и увеличил скорость печати до 500, чтобы прошивка не ограничила наш эксперимент. В первом тестировании мы будем использовать такие значения, как джерки 20, ускорение 3000 и скорость будем менять с интервалом в 100 мм в секунду. Во втором же тесте мы будем использовать чуть другие значения ускорений. Джерки оставляем те же самые 20 мм в секунду, а ускорение 6000 мм в секунду в квадрате, то есть в 2 раза больше. При этом также скорость будем менять с интервалом в 100 мм в секунду. В качестве образца я смоделировал вот такую вот интересную 3D модель. Общий габарит ее составляет 100 мм на 100. Мы ее будем печатать в режиме вазы. Толщина стенки 0,4. Видите, она имеет форменную геометрию, она достаточно сложная, то есть много поворотов, остановок и, соответственно, набора скоростей. Так что для принтера это будет хорошее испытание. А чтобы наш слайсер не ограничил печать, пришлось установить плагин из магазина Printer Settings, в котором я также снял ограничения по скоростям и ускорениям. Минимальное время слоя я поставил 0 вместо 5 секунд, иначе принтер будет останавливаться и ждать, пока не выйдет эти 5 секунд. При нуле он не будет делать таких остановок и, соответственно, будет максимально объективный тест. Скорость печати по умолчанию поставил 400 мм в секунду, но скорость печати стенок будет изначально установлена 200 мм в секунду по контуру. Поэтому в начале печати нам придется уменьшить скорость на 50%, чтобы получить заветные 100 мм в секунду, с которых мы начнем стартовать. И вот, друзья, первый тест, скоростная печать. Использую при этом пластик PET от компании Plexivile. Температура 237/70. Скорость печати сейчас идет 100 мм в секунду. Ускорение 3000, джерки 20. Каких-то особых косяков я сейчас не вижу. Вижу, что печатает очень даже достойно на такой вот скорости наш летающий медведь. 5 мм детали мы отпечатали, поэтому переходим к увеличению скорости до 100%, то есть 200 мм в секунду. И вот обратите внимание, как шустренько начал он у нас бегать. 200 мм в секунду для него вообще не проблема. Посмотрите, как хорошо пошла печать. Просто супер. При этом все равно пропуска, видите, никаких нет. Деталь получается весьма даже хорошо. Появляется такой вот небольшой матовый оттенок. И самое интересное, эхо после того, как мы печатали на 100 мм в секунду, на 200 эхо уменьшается. И для меня этот факт, конечно, был интересен, потому что перед этим я точно так же печатал на таких скоростях, на 200, и тоже заметил такую же ситуацию. А это печать у нас сверху. Здесь очень хорошо видно, как отрабатывает кинематика. Никаких смещений слоев не происходит. Джерки 20 для такой кинематики вполне допустимы и нормальны. Она справляется очень хорошо. Ну и как мы помним из нашей таблицы, джерки не имеют особой большой роли. Без них, конечно, тоже нельзя, но ставить заоблачные джерки в 30-40 мм при скорости в 200 абсолютно нет смысла. Почему? Потому что мы просто будем убивать нашу кинематику, механику резкими рывками. И это не приведет ни к чему хорошему. А вот с ускорением можно играться. Отпечатали мы более 5 мм, переходим к увеличению скорости.
Ставим, например, 150%. Это у нас уже 300. И тут уже, ребята, он начинает уже строчить, друзья. Строчить начинает. И очень даже неплохо. При этом пропусков я не вижу. Hot End справляется, наш Crazy, очень и очень достойно. Мы же помним, что наш Crazy идет в Magnum версии. Это по сути аналог Вулкана. Но при этом он, видите, справляется и очень хорошо. Просто песня. Вообще никаких проблем не вижу, друзья. Супер, просто супер. Печать мне очень нравится. Это как раз то, что я хотел увидеть. Скоростная печать на летающем медведе. Все-таки эта кинематика не безнадежная, и она позволяет печатать очень и очень быстро. Если вы печатаете техничку, то это как раз в самый раз. То есть благодаря ускорениям, а не джеркам, мы получаем вот такие вот скоростя. А вот, друзья, вид сверху. Печатает очень и очень шустро. Кинематика справляется без труда. А самое главное, наш Hot End. При этом хочу отметить, что габариты нашей модели составляют 100 мм. Ширина одной ячейки 4,5 см. А чтобы разогнать нашу голову до скорости 300 мм в секунду с ускорением 3000 джерками 20, достаточно пройти всего лишь 15 мм. Конечно, мы не должны забывать, что в начале пути и в конце пути голова начинает притормаживать. Но это считанные там 5-6 мм. Отнимаем их и получаем где-то порядка 2,5-3 см чистого пути со скоростью 300 мм. Если сейчас поднять скорость до 400, то скорее всего принтер будет не успевать делать такие вот ускорения и набирать скорость. Поэтому ускорение нам нужно поднимать. А теперь давайте проанализируем нашу распечатанную модель с разными параметрами. Первые 5 мм мы распечатали со скоростью 100 мм в секунду. Следующие 7 мм распечатали 200. Ну и остальные 300 мм в секунду. При этом хочу обратить внимание на рябь при скорости 100 мм в секунду. Она очень отчетливо видна и хорошо чувствуется. Но при увеличении скорости до 200 и выше рябь полностью ушла. Никаких дефектов не наблюдается. Гладенькая, немножко матовая поверхность. Также хочу отметить, что это у нас ось X, которая имеет небольшой вес. А это у нас, друзья, ось Y. Здесь мы видим небольшие дефекты, они связаны с тяжелым весом нашего портала Y. Ведь на нем еще установлен Direct Extruder, и все в комплексе весит почти 1,2 кг. А сейчас, друзья, мы проведем просто краш-тест для этого принтера и распечатаем точно такую же деталь, но с ускорениями не 3000, а 6000. Джерки 20, скорость попытаемся увеличить до 400 мм в секунду. Итак, друзья, тест номер 2. Скоростная печать. Здесь мы увеличили ускорение с 3000 до 6000. Джерки оставили те же 20 мм в секунду. И скорость поставили пока 100 мм в секунду. Мы отпечатали с вами 5 мм. Теперь подаем скорость до 200. Ставим 100%. И обратите внимание, как быстро начал шустро летать наш принтер. Вау, ну чувствуется, уже даже вибрация появилась такая, не слабая. Потому что все-таки ускорение 6000 это немало, друзья. Представьте себе, при таких ускорениях буквально за считанные миллиметры у нас набирается эта скорость. Давайте поднимем скорость еще на 150%. То есть 300 мм в секунду. Ох, вот это он начал строчить, друзья. Это вообще просто супер. Это просто какая-то швейная машинка. Посмотрите. Вау, ну просто круто. Это что-то. Наша пришеподобная кинематика справляется, ну, отлично. Ну, посмотрите. И самое главное, слои укладываются так, как нужно. Нет пропусков. Это очень хорошо. Значит, можно поднимать скорости выше, до 400. С такой скоростью вряд ли кто-то печатает детали. Но теперь уже, я думаю, многие задумаются об этом. Особенно те, кто печатает техничку. Ну и последний, друзья, этап. Это 400 мм в секунду. Ставим 200%. Но он стал еще быстрее. Мы уже слышим такой характерный звук. Небольшой скрип. Это нормально, потому что тяжело, конечно, кинематике. Но она справляется. Мы видим, что у нас не успевает прогреваться пластик. Нужно поднять температуру. Хотя бы до 245. Вот так вот, друзья, выглядит скорость 400 мм в секунду.
При этом мы должны понимать, что мы проходим не весь путь с этой скоростью, а всего лишь 1,5 сантиметра от каждого такого участка. Но это тоже немало. Мы видим, что поднятие температуры нам помогло практически избавиться от дефекта. Но так как уже там есть пропуски, то, соответственно, Hotend трудно восстановить эту стенку. Самое главное, что дальние стенки, видите, они в полном порядке и печатаются очень даже хорошо. По ним мы будем судить о качестве печати. В любом случае, друзья, я очень доволен полученным результатом. Это просто что-то. Вот так выглядит наша деталь в режиме вазы. Еще раз напомню параметры печати. Ускорение мы поставили 6000, джерки 20, первые 5 мм со скоростью 100 мм в секунду. При этом поверхность такая волнистая и ощущается очень хорошо на ощупь. Следующий 1 см мы отпечатали со скоростью уже 200 мм в секунду. При этом волнистость у нас уменьшилась и поверхность стала более гладкой. На следующем этапе скорость я увеличил до 300 мм в секунду с теми же ускорениями 6000. И здесь поверхность гладенькая, как попа у младенца, ну просто супер. При этом никакой волнистости вообще не наблюдается. 300 мм в секунду для ускорения 6000 это, наверное, самый оптимальный вариант. Ну а дальше я уже решил поставить максимум, что я предполагал. Это 400 мм в секунду при тех же 6000 ускорениях. Поверхность практически не изменилась, осталась такой же гладенькой, но при этом появились у нас пропуски в слоях. Это как раз связано с тем, что температуры просто не хватает. Вот на этом этапе я поднял температуру до 250. И мы видим, что у нас полностью перекрылись практически все наши дефекты. Здесь мы видим тоже пропуск, но так как мы не вовремя подняли температуру, соответственно, здесь восстановиться стенка просто не успела. Это у нас ось Y. Видим небольшие вкрапления, небольшие дефекты, небольшое эхо. Вот здесь оно присутствует. На соседней стенке практически у нас идеал. С задней стороны, где ось X, у нас все тоже очень красиво. Второй вопрос, который меня беспокоил, насколько правдиво показывает наш принтер скорость печати от фактической. И для этих целей я запустил тест печати окружности в режиме вазы. Скорость печати у нас сейчас 100 мм в секунду, джерки 20, ускорение 6000. Периметр окружности точно такой же, как и периметр нашей детали, 585 мм. Но в отличие от нашей предыдущей тестовой детали, здесь нет извилин и, соответственно, нет остановок, замедлений. Здесь у нас печатается со стабильной скоростью, и, соответственно, мы можем просчитать, за сколько проходит эту окружность голова Hotend, за какое время, и тем самым понять, с какой же фактической скоростью идет у нас сейчас печать. И давайте вместе с вами сделаем замер секундомером. Поехали. «6,26». Теперь, друзья, простая математика. 585 мы делим на 6,26 и получаем 93 мм в секунду. Хотя на экране нашего принтера у нас стоит 100 мм в секунду. Увеличиваем скорость. И мы видим, как быстро начал печатать наш принтер. Скорость 200 мм в секунду на экране нашего принтера. Итак, делаем замер скорости печати. 3,2 секунды. 585 делим на 3,2. И получаем 182 мм в секунду. На экране нашего принтера стоит 200 при ускорениях 6000. Теперь давайте увеличим скорость печати еще на 100 мм в секунду, то есть 300. Поехали. Обратите внимание, как быстро начал печатать наш принтер. Но у нас появились снова эти заминки. Мы видим, что остановки у нас практически исчезли, и голова отрабатывает очень хорошо, именно окружность. Замеряем фактическую скорость печати. 2,4 секунды. 585 делим на 2,4 и получаем 244 мм в секунду. Хотя на экране нашего принтера указано 300 мм в секунду. То есть видим достаточно большая погрешность. Давайте поднимем скорость до 400. Это у нас будет 200%. И тут, ребята, ждут у нас определенные проблемы. Обратите внимание, какими рывками начинает двигаться наша кинематика. Она просто уже не может справиться. Потому что окружность – это очень сложная геометрия. Отрабатывает одновременно сразу вычисления по двум осям X и Y. И здесь уже проблемы начинаются именно с материнской платой. Она просто не вытягивает такие вычисления. Ну что, друзья, давайте подведем итог.
Максимальная скорость печати, которую мы получили на нашем принтере, к сожалению, не 400, но порядка 300 мм в секунду. Что, в принципе, на мой взгляд, достаточно много. При том, что мы поставили ускорение 6000, джерки 20. И для любого такого подобного принтера это просто космос. Ахиллесовой пятой нашего медведя оказалась именно печать окружности. Потому что здесь задействовано сразу две оси, X и Y. И, соответственно, идут огромные просчеты и вычисления. С такой проблемой сталкиваются, например, и те же самые дельта-роботы и дельта-принтеры, у которых отработка сразу происходит по 3 осям. В сегодняшнем тесте наш летающий медведь по-настоящему летал и показал просто отличные результаты. Как по скорости, так и по качеству. Я думаю, что для тех ребят, которые занимаются техничкой, такого качества будет за глаза. Те, кто печатает художку, конечно, придется понижать параметры, чтобы получить более оптимальное качество. Надеюсь, это видео для вас было интересно, познавательно, увлекательно или развлекательно. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Да пребудет с вами качественная печать. Пока!